Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить пастилу из алычи с разными вкусами. Первый вариант – это алыча, яблоко, корица. Второй – алыча и перец чили. В качестве подсластителя в пастиле я всегда использую мед, но можно брать и сахар. Алыча сама по себе очень ароматная, и пастила из нее получается вкусная, но добавляя те или иные специи или фрукты с ягодами, вы получаете другой вкус, а это всегда интересно. У меня примерно 2,5 килограмма алычи. Для пастилы ее нужно выбирать спелую. Удалить косточку у алычи не так легко, но я покажу вам способ, который облегчит эту задачу. В кастрюлю с кипящей водой отправляю часть алычи. Через 2-3 минуты она начинает потихоньку всплывать. При помощи сита или шумовки я достаю ее из кипятка, даю остыть, а тем временем закладываю еще одну часть. Так как алыча очень спелая, то кожица лопается, но это ничего страшного. Пока алыча остывает, подготовим яблоки. У меня яблок немного, поэтому я запеку их в микроволновке. Так быстрее. Конечно, вы можете воспользоваться духовкой. Теперь отделю косточку. Можно надрезать алычу ножом, а можно попытаться разделить ее руками. На косточке может оставаться немного мякоти, но в основном разделяется довольно легко. Только будьте внимательны, чтобы ни одна косточка не попала в мякоть и в пастиле не попались сюрпризы. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. Так как алыча была спелая и мягкая, то сока получилось очень много. Общий вес алычи без косточки получился 700 кг. Я разделяю ее на 2 части, так как буду готовить 2 разных вкуса. Яблоки тоже готовы. Сушить пастилу я буду в сушилке. Специальных поддонов для пастилы у меня нет, поэтому я вырезала пергамент и накрыла им поддоны. Пергамент берите хорошего качества, чтобы пастила легко снималась. Но я все же рекомендую смазывать пергамент растительным маслом, тогда вы будете уверены, что ничего не прилипнет. Итак, для пастилы алыча, яблоко, корица мне понадобится 700 граммов алычи без косточки, 400 граммов яблок, 2 столовые ложки меда и 1 столовая ложка корицы. В высокий стакан отправляю все ингредиенты и пробиваю погружным блендером. Эта порция рассчитана у меня на 2 поддона сушилки. Выливаю половину на поддон и распределяю. Можно при помощи лопатки, а если пастила не густая, то просто потрясите поддон и вся масса легко распределится ровным слоем. Слой у меня получается толщиной примерно 5-6 мм. Заполняю второй уровень. Пастилу также можно приготовить и в духовке. Выставляете температуру 60-70 градусов и режим конвекции. Дверцу лучше держать приоткрытой. Следующий вкус – алыча и перец чили. Для него я взяла 1 кг алычи без косточки, 3 столовые ложки меда, 1 чайная ложка хлопьев острого перца. Пробиваю все ингредиенты погружным блендером. Масса получается более жидкой, чем в первом рецепте, так как яблоки дают более плотную консистенцию. Но это ничего страшного, и алыча и слива отлично себя ведут при сушке. Пастила не трескается, как в случае с абрикосами, а получается эластичной и гладкой. С этим вкусом у меня получилось тоже 2 поддона сушилки. У меня на канале есть рецепт джема из алычи с перцем чили. Если вы любитель необычных сочетаний вкусов, то видео можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу.
Предварительно ставлю пастилу сушиться на 10 часов, время от времени проверяю и при необходимости меняю поддоны местами. В общей сложности пастила сушилась у меня 15 часов, но это время может быть у всех разное, все зависит от сушилки. Вот такая она получилась. Та, в которую добавлялись яблоки, немного светлее. С пергамента она снимается легко. Как я уже говорила, пастила из алычи получается эластичная и не трескается. Скручиваю ее в трубочку и нарезаю. Можно ножом, можно ножницами. Пастила прекрасно хранится в закрытом контейнере в холодильнике. Получается она ароматной и вкусной, и вы точно знаете, из чего она приготовлена. Всю пастилу, которую я готовила, смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!